Привет, друзья, вы на канале Техновейв, и сегодня вы узнаете стоимость робота Optimus от компании Илона Маска. Покажем вам самый длинный туннель в Европе для испытаний новой технологии перевозок пассажиров и грузов. Сравним новый автомобиль Xiaomi с Porsche Taycan и Tesla Model S. Покажем вам робопса, который устроился на работу на Аляске. Анонс от компании Enjoy, которая затмит всем известную игру Sims. Также у нас есть телеграм-канал, в котором еще больше свежих новостей. Ссылка будет в описании под видео. А начнем мы с роботов. Робопса на Аляске взяли на работу, который поможет обеспечить безопасность на местных аэропортах. Робот, похожий на собаку Boston Dynamics, получил кличку Аврора. Он будет выполнять задачу отпугивания перелетных птиц и других животных, чтобы они не попадали на взлетно-посадочные полосы. О работе нового сотрудника Департамент транспорта и общественных объектов Аляски сообщил на своем аккаунте в соцсетях. Цель этого эксперимента является предотвращение возможных столкновений самолетов с дикими животными и повышение общей безопасности в аэропортах. Компания Xiaomi опубликовала видео с демонстрацией процесса сборки фирменного электрокара SU7 на новом заводе в Пекине. Видео показывает практически все ключевые этапы сборки автомобиля. Судя по увиденному, весь процесс максимально автоматизирован, а живой персонал лишь контролирует все удаленно через мониторы компьютеров. Даже транспортировкой деталей по территории завода занимаются беспилотные роботы, напоминающие пылесос. Особенно эффектно выглядит процесс покраски, когда несколько роботизированных рук словно щупальца распыляют краску по корпусу. В конце видео показаны разные испытания, которые проходит Xiaomi SU7. В планах компании выпускать до 150 тысяч автомобилей в год и в будущем удвоить этот показатель. А тем временем эксперты уже протестировали топовую модификацию SU7. Для наглядности автомобиль сравнили с Porsche Taycan Turbo и Tesla Model S. Тестирование проводилось на асфальтированной дороге. Первым делом было измерено ускорение. Xiaomi достиг сотни за 3,9 секунды при заявленных 2,78 секунды. Тут важно учитывать, что Xiaomi получила свой результат в идеальных условиях. Таким образом, китайский электрокар чуть быстрее Porsche Taycan Turbo, который разогнался до сотни за 3,44 секунды, но медленнее Tesla Model S, которая была быстрее и разогналась за 2,73 секунды. В тесте автономности Xiaomi SU7 Max проехал 477 км на высокой скорости, тогда как Tesla Model S в версии с увеличенным запасом хода демонстрирует 517 км. А тем временем в Нидерландах открыли самый длинный в Европе туннель для испытаний технологии Hyperloop. Эта система предполагает перемещение капсул с пассажирами или грузом внутри труб с низким давлением, что позволяет достигать скорости до 1000 км в час. Преимущество данной технологии включает низкое энергопотребление и отсутствие загрязнения и шума. По оценкам, такой транспорт будет потреблять в 10 раз меньше электричества, чем автомобили и самолеты. Финансовую поддержку центру оказывает провинция Гронингем, правительство Нидерландов и Европейская комиссия. Ожидается, что Hyperloop станет реальностью для пассажирских перевозок к 2030 году. Илон Маск анонсировал стоимость Tesla бота. Согласно заявлению Маска, Tesla Optimus будут в каждом доме и займут множество рабочих мест в производстве и обслуживании. Чтобы это сработало, роботы должны иметь разумную цену. Ранее Илон заявлял, что по его мнению стоимость может быть меньше, чем цена автомобилей компании. Теперь он говорит, что Tesla может снизить цену гуманоидного робота до менее половины стоимости автомобиля. Сложность на единицу массы у роботов-гуманоидов намного выше, но тем не менее я думаю, что в конечном итоге они будут стоить меньше половины стоимости автомобиля, написал миллиардер Викс. Средняя цена продажи автомобиля Tesla в Европе в прошлом году составила чуть более 45 тысяч долларов, а средняя цена продажи автомобиля в США около 47 тысяч долларов. Это означает, что Маск оценивает стоимость робота-гуманоида в пределах от 20 до 25 тысяч долларов. Все мы помним игру Sims, которая надежно закрепилась в игровой индустрии в качестве единственного полноценного симулятора жизни. Но вот уже который год компания бездействует, а свято место пусто не бывает. Геймеров поразил анонсирующий трейлер Enjoy от издателя PUBG. Сложно не остаться под впечатлением от просмотра геймплейного демо Enjoy. Кажется, он не уступит функционалу The Sims. Однако графика в игре это что-то совершенно невиданное для игр такого жанра. Картинка поражает реализмом и качеством анимаций. А судя по представленному генератору персонажей, возможностей по настройке игры аватара в нем будет хоть отбавляй. Геймплей крайне напоминает The Sims. В Enjoy можно заниматься обустройством квартир и зданий. Также заниматься бытовыми делами, писать картины, заниматься спортом и общаться со случайными прохожими. Словом, это как Sims, только про Корею с невиданным уровнем графики. К сожалению, пока не ясно, когда выйдет игра. Показанная демо относится к стадии разработки, а дата выхода еще не была анонсирована. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся в следующем выпуске.